В эфире полуправдивая сводка обворованного Министерства обороны Российской Федерации. Сразу хочу отметить, что специальная военная операция на Украине по-прежнему проходит в соответствии с ранее утвержденным планом. План с ранее выполняется нашими военнослужащими в полном объеме практически на всех направлениях и уже приблизился к круглой цифре. Сегодня ровно 200 тысяч раз, как мы сообщаем, что в вооруженных силах Российской Федерации потерь нет. В последнее время неправдивые украинские СМИ заявляют, что на территории Брянской области ВКС России потеряли 4 своих летательных аппарата. Не верьте, это фейк. Во-первых, не 4, а 5. А во-вторых, мы их не потеряли. Мы точно знаем, где именно они лежат и дымятся. В связи с этим руководством Бездушно-космических сил Российской Федерации было принято оригинальное решение данные аппараты переквалифицировать из летательных в лежательные. Следственный комитет России уже приступил к расследованию данного инцидента. По предварительной информации, 2 наших самолета и 2 вертолета, находясь на боевом дежурстве, немножко не додежурили, в связи с чем были вынуждены скоропостижно спуститься и совершить незапланированную громкую посадку. Выражаясь военной терминологией, резко взлетели вниз. Потерь, как всегда, нет. Все пилоты и штурманы, как обычно, остались живы в наших сердцах. На данный момент существует несколько версий произошедшего. По одной из них брянское ПВО отработало по своим же. Эта версия маловероятна. Всем известно, что русские своих не сбивают. Кого сбили? Ну, сорян. Также отрабатывалась версия, что это дело рук дружезлобно настроенных брянских диверсантов. Но она не подтвердилась, так как, по словам самих диверсантов, у них в этот день был выходной. Дополнительно рассматривалась версия работы украинских ПВО или стратегической авиации, но ее сразу отбросили, так как всем давно известно, что их ПВО и авиацию мы уничтожили еще в первый день нашей 3-дневной спецоперации. Остается одна наиболее вероятная версия – это внешнее межгалактическое вмешательство, в связи с чем Следственным комитетом России уже заведены 2 уголовных дела на гражданина Оби-Ван Кеноби и его подельника гражданина Чубаку. Также прокуратурой города Москвы был выдан ордер на арест мастера Йода, которого уже ищут по всем аптекам на территории Российской Федерации. Кроме этого, всем этим гражданам присвоен статус инопланетов, которые противозаконно действовали в интересах киевского режима. В ответ на это командованием Вооруженных сил Российской Федерации было принято обдуманное решение атаковать столицу Украины 6 гиперзвуковыми кинжалами типа ракетами типа «Кинжал». Все 6 кинжала-ракетов достигли своих целей. Сначала они беспрепятственно сбили все выпущенные им навстречу ракеты системы «Патриот», после чего с легкостью уничтожили и саму систему «Патриот», а также 80 «Хаймерсов», 20 систем «Ирис-Т» и более сотни танков «Леопард», которые были припаркованы неподалеку. Но на этом кинжалы не остановились и смогли также уничтожить несколько объектов критической инфраструктуры. В результате успешного удара Киев лишился не только хваленого ПВО, но и остался на все лето без отопления. Как говорится, не хотели мерзнуть зимой, будете мерзнуть летом. Также стало известно, что все те же кинжалы на обратном пути залетели в Бахмут и помогли нашим регулярным войскам окончательно захватить этот город уже в 5-й раз. Хочу добавить, что по последним разведданным нам удалось добиться колоссальных успехов и на других направлениях. В районе Каховской ГЭС наши шлюзооткрывательные войска героически открыли несколько шлюзов, благодаря чему им удалось предусмотрительно затопить свои же позиции. Теперь на этих позициях земля еще долго не подсохнет, а значит контрнаступление ВСУ в этом месте точно не начнется. И в завершении хотим предупредить, что на любое контрнаступление ВСУ мы всегда готовы ответить контрнаступлением. И даже если они после этого предпримут контрнаступление, пусть знают, что наше контрнаступление не заставит себя долго ждать. Мы твердо знаем, что полдеда обязательно будет за нами, ведь не зря нас поддерживает весь цивилизованный мир, кроме каких-то там 143 стран, которые впоследствии обязательно пожалеют нас. Надеюсь. Хотелось бы.